coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Приветствую всех, с вами Хулдым, и мы продолжаем проходить 4 главу Зайчика. В этот раз по альтернативному пути без предательства Рома, как вы знаете. И сейчас будет что-то, думаю, более мягкое и теплое, даже эта музыка меня успокаивает. Давайте посмотрим, куда нас отведут в этот раз наши наши друзья. При виде Алисы сердце забилось сильнее, а внутренний голос буквально кричал: «Наконец-то она здесь!» Они знают, как попасть в Небыляндию? Я прикидывал, глядя на зверят. Может быть, пойдем и узнаем. Впервые выведем семью сестру из-за стенок. Фигурки лесных друзей обещали избавление от горя, гнева и ужасов ночи. Я проследил, чтобы Оля закуталась потеплее. Мама лаяла на отца отрывисто, как дикое животное из передачи Николая Дроздова. Николай Дроздов — советский и российский ученый-зоолог, путешественник, популяризатор науки и ведущий телепередачи в мире животных. Обладает заворожительным оптимизмом и трогательным отношением ко всем животным. Но это правда. Иногда может так заслушаться, засидеться и прям даже не заметить, как ты пару десятков таких передач посмотришь, потому что так интересно смотреть за животными. У них прям, жизнь животного — это буквально для нас фильм полноценный. Так заснимут красиво, под диктовку, прям под хорошего диктора, прям, ой, заворожительно. Ой, блин. Так, секунду. Я просто не очень хочу, чтобы вот это вот сорянчик. Это вот от этого надо избавиться. Вот так все. Все, извиняюсь, пришлось отойти на секунду. Вот тебе, блин, долбанный Дискорд. Ну все, давай дальше. Мы просеменили мимо гремящей кухни и выскользнули под снегопад. Ох, а вот и Алиса. Ко мне тут же подбежала Алиса и обняла меня, уткнувшись холодным носом в шею. Как же долго! Пока мы вас, домоседов, ждали, то чуть не состарились. Она прижалась еще сильнее. Оказывается, ждать так утомительно. Фу, дайте хоть минуточку в себя прийти. Однажды я тоже долго собиралась. А когда закончила, то и вовсе забыла, куда. Оля смотрела на сову с подозрением, но хихикнула, когда та вдруг перековырнулась через себя и лихо встала на снег, даже не пошатнувшись. Остальные звери, как по команде, перестали дурачиться и тоже завороженно посмотрели на Олю. Это же та девочка, что не хотела со мной дружить. Меня зовут Оля. Раньше я просто тебя боялась. Тебя испугала наша совушка? Может быть, у нее Совофобия. А это лечится? Главное, чтобы ребенок не боялся веселиться. Иначе с нами можно умереть от страха. Шутки шутками. Я поразился, поняв, что губы мои складываются в улыбку. Это после всего, что я видел в гараже. Встречаясь с Алисой, я будто переходил через реку журчание, которое глушило все дурные мысли. Какие у вас красивые костюмы! Девочка-лисичка разжала свои объятия и присела рядом с Олей. О, какая очаровашка! Что ж такое, обстоятельно жму тут? Антоша, почему ты прятал от нас это милое создание раньше? Ну, может, потому что вы немножко подозрительные, друзья. Вы милые и все такое, но все равно как-то, блин, это наш единственный лучик света, как я говорил, самое милое создание.
Это одно из самых... Вот это вот... Оля — это самое милое создание, которое хочется беречь. Я покосился на дом, опасаясь, что родители могли заметить нас и, как всегда, испортить все веселье. И сказал, обняв сестру. Давайте отойдем подальше. Запросто. Оля, а ты знаешь, как найти в нашем лесу Деда Мороза? Глаза сестренки округлились. Нужно идти по сладкой тропинке. Алиса наклонилась и вынула из снега конфету. Оля всплеснула ладошками. Посмотрела на меня вопросительно. Я кивнул. Сестра захрустела конфетой. У нас что, в лесу завелся Дед Мороз? Почему, ты мне не рассказывала? Я рассказывала. Сегодня днем. Но ведь днем я сплю. Ага. Вот я и рассказывала, пока ты спала. Блин. Ой. Смотрите, у нее хвост настоящий. Блин, у нее настоящий хвост. Она реально лиса. Только в костюме. Алиса кинулась прочь, вильнув рыжим хвостом точно факел. Оля инстинктивно двинулась за ней и засмеялась, вынув из сугроба вторую конфету. Вы такие бодрые, на вас аж смотреть противно. А ты давай не зевай. Лучше беги с нами к Деду Морозу, пока все подарки не разобрали. Скажешь тоже. Скорее уж мне на голову свалится 3 кило конфет, чем я поверю в байки лисицы. Ой. Блин, это мило. Когда сладости стали падать на макушку медведя, я сам не удержался от смеха. Так забавно он ойкал и вытягивал шею. Угощения переливались на снегу. Медведь чихнул и достал из уха Мишки на северь. Я бы вздремнул часок, а уж потом пересчитал все эти шоколадки. У меня такое подозрение, что тут не больше килограмма. Со стороны леса донесся крик Алисы. Не в этой жизни! Давайте скорее! Дед Мороз уже заждался нас во дворце! Я пожал плечами и побежал, потому что от бега злые тиски страха ослабевали. Что-то круглое пролетело возле моего виска. Я решил, что это снежок, но Оля воскликнула. Зефир! Не подбирай, он испачкался. Ты что, веришь в микробов? Ну да, как бы мы человек и чувствуем, как дикое животное с земли есть. О, А ты нет? Раньше верила. раньше? Значит, раньше ты была человеком. Возможно. Стройные сосны великаны встречали нас шорохом своих лап. Снег снова валил снизу вверх в бескрайнее черное небо. Сугробы полыхали точно расплавленное серебро. Как же красиво! А я думала, в лесу страшно. Нас родители пугали лесом, снегом и совой. Ну а мы с совой играли в снежной чаще под луной. Я старался не упускать из виду Олю, но это было довольно сложно. Сестра то кидалась за кусты, подбирая все новые конфеты, то, смеясь, выпрыгивала на тропинку. Совушка пронеслась над нами, села на ветку и заухала, мотая головой. Волчик вскопал мордой снег, вытянул горсть жвачек и проглотил, не сжимая обертки. У тебя будет Нет. несварение. Что там? Не снимая обертки, скорее всего. Не снимая обертки. Волк испугался и выплюнул жвачный ком. Враки, злые собаки. Нет никаких несварений. Несварение. Вся эта чушь случается только со взрослыми.
Нет, товарищ, что-то мне это не нравится. Вы чего-то, вот, серьезно, несварение и так далее. Что вы делаете? Алиса встала, как вкопанная, и важно отодвинула полог переплетенных веток. Так в театре открывают занавес. Ух ты! За переградой была поляна, а на ней серебрился дворец изо льда. О, это все взаправду? Почему мне кажется, что это опять глюк? Защипнуть тебя. Эй, ты чего? Это руки убрали? Не надо ее щипать. Вот. Руки убрали. Мы смотрели на сверкающее чудо. Башенки, стены были выложены из снежного и ледяного мрамора. Где-то ласково звенел колокольчик. Отчетливо пахло шоколадом и сжженным сахаром. Милости прошу к нашему шалашу. Дважды приглашать не пришлось. Мы вошли в замок, вертясь и жмурясь от слепящих искр. Вот это красотень! Ё-моё! Дед Мороз сидел на сверкающем троне. Пушистые пумпоны покачивались на раздвоенной шапке. Белоснежная борода скрывала спокойную улыбку. А почему... Раздвоенная шапка? Зачем? Ладно, это я просто цепляюсь, ладно. Он был таким, как я его себе воображал давным-давно, когда еще верил в мамины сказки. Высоким, сильным, косматым, излучающим одновременно мороз и тепло. И голос его густой и глубокий окутал меня, словно дым праздничного костра. Антон и Ольга! Ох, и намучились же вы, ребятки, пока сюда добирались. Что ты, дедушка? Мы быстро дошли. Сестра говорила с хозяином замка иначе, чем с другими взрослыми. Звонко, беззаботно, словно он был ее ровесник. Знаю, все знаю. Мне мои друзья докладывают. Кто был покладистым весь год, того подарок утром ждет. А кто ленился и грустил, пускай он дедушку простит. Лентяем и грустяем конфет не запасаем. А я не ленилась. И о том знаю. Он обвел нас пристальным взором. Маска Деда Мороза скрывала настоящее лицо. Все это время я молчал и смотрел. Мой взгляд будто примерз к старику. Маска. Угу. А кто же за масочкой-то сидит? Так еще и носит двойной помпон. Двойной помпон. Зачем это? Кто ты? Я мог принять живущих в лесу детей и фантастические прыжки до Луны, но Дед Мороз в ледяном замке ошарашил настолько, что я лишился дара речи. Ну вот-вот. Что-то это слишком подозрительно и фантастично. Есть у меня для вас Кое-что особенное, извиняюсь. В его огромной руке появился мешок. В нос ударил запах какао, халвы и мандарина. Спасибо, но мы уже ели конфеты. Дед Мороз поглядел на меня внимательно. Разве то конфеты были? Так, одно название. Вот у меня конфеты волшебные, прямиком из Небыляндии привезенные. А откуда ты знаешь про Небыляндию, дружок мой? Мы, кажись, не упоминали друзьям про мечту про Небыляндию или упоминали? Может быть, я запамятовал, но что-то мне кажется, что мы не говорили про это ни с нашими друзьями-зверями,
Не с кем-то бы еще. Подозрительно. Из Небыляндии? Почему меня все сильнее опять грудь Сразу болит? бы вам их дал. Заслужили. Но есть правила. Надобно вам 3 дедушкины загадки отгадать. Попробуйте. Ну ладно. Я не успел разлепить пересохшие губы. Тогда слушайте первую. В нем живут машины и хранятся шины. Я посмотрел по сторонам на детей в масках. Они замерли в углах, но их тени плясали на стенах. Что-то тихо гудело, и я подумал: рабея, это ворчат их желудки. Гараж! Верно. Хе-хей. Это Теперь плохо. вторая загадка. Подключайся, Антон. Весь день ходит, как тень, посудой гремит, на всех шипит. Я вопросительно вскинул бровь. Мама? Оля потянула руку. Можно я? Это кошка! Верно. Хо-хо. Осталась последняя загадка, и подарки ваши. Только вот незадача, ребятушки. Запамятовал я, о чем же была эта загадка. А может, наши друзья-зверята нам подскажут? Ряженые дети с гоготом и топотом окружили нас со всех сторон, чтобы через мгновение закружиться в бешеном хороводе, смутно напоминающем пляску у моего окна в ту злополучную ночь. Мороз сидит на троне, пряча в бороду смешок. Не томи нас слишком долго. Развяжи скорей. Мешок! Дед Мороз засмеялся, довольный. Убедили старика. Получайте. Он высыпал из бугрового мешка гору угощений, каких я не видел даже в рекламе. Жвачки самых разных форм и расцветок, вкусно пахнущие с торчащими вкладышей. Леденцы размером с кулак и мандарины размером с Олину голову. А еще сникерсы, марсы, баунти, киндер, сюрпризы, которые мы так давно не пробовали. Ой, спасибо! Банан. Я вытер рукавом выступившие слезы радости, когда мой внутренний голос убедил меня отбросить все сомнения. Именно этого я хотел для себя и сестры. Настоящая Небыляндия, без унижений и запретов. Наконец-то мы будем счастливы. Дед Мороз распрямился, покидая трон, и воздел руки над угощением. Звери по бокам тоже подняли лапы. Их глаза блестели ярче драгоценных камней. Пасть волка была мокрой от слюны. А будет пир на весь мир! Звери толкаясь и рыча бросились поедать конфеты одну за другой. Рты у них были вымазаны чем-то темным. Сестра схватила первую попавшуюся конфету и содрала фантик. При виде этого я почувствовал, что внутри меня будто качнулся маятник. Принять, отказаться. Так, а я могу? Извиняюсь, товарищи.
Ну давайте перейдем к выборам вообще. Я люблю, по правде, все свои выборы объяснять. Во-первых, тут слишком все подозрительно. Урчание желудков. Тихо. Урчание желудков этих зверят, так скажем. Урчание желудков. Дед Мороз с маской, у него двойные помпоны. А кто там у нас есть с такими двумя штучками, рогами? Хозяин леса. Во-вторых, эти животные, они, во-первых, горящие глаза, как у зверей. Серьезно, мне кажется, что, как я и предполагал с конфетами, когда мы говорили, точнее, когда мы еще в первых сериях говорили про съевшую голову Антону, что у него крыша поехала, мы говорили, что это все просто мираж. И сейчас мне кажется, что все конфеты и так далее, это тоже мираж. Эти вот товарищи в одеждах, может и не мираж, конечно, что скорее всего. Не мираж, это скорее всего. Но вот то, что тут все показано, это 100% какая-то не очень хорошая вещь. Так что я выбираю отказаться. Простите, друзья, но я этого не очень хочу. Хотя, честно говоря, можно, конечно, остановиться. А знаете, мы так и сделаем. Я поступлю немножко гадко, но остановлюсь здесь. Тут мы и посмотрим, что будет. Серия будет разделена на две части с выбором принять и отказаться. Первое, конечно, пойдет отказаться. Я все-таки хочу отказаться и посмотреть, что будет. Все равно, если все-таки это реально хорошее угощение, и мы обидим наших друзей, я их потом приму и посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, вам понравилось. И давайте, буду надеяться, вы сейчас будете с нетерпением ждать следующей части, хотя, скорее всего, они все выйдут в одно время, как и предыдущие, потому что я сейчас, скорее всего, буду записывать все залпом. Слишком уж мне все интересно, хочется увидеть, что будет дальше. Но свое основное мнение я расскажу уже в конце, когда мы дойдем до конца эпизода по любому из путей. Я прям посвящу, если даже нужно, 10 минут и буду высказывать свое мнение об этом эпизоде и все расскажу. Ну что ж. Ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, критикуйте, обсуждайте игру. Буду рад с вами поболтать, заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер. Буду рад вас там видеть. И не забывайте жать на кнопочку подписаться, на колокольчик. Вы так и о новых видео узнаете, пополните нашу маленькую, но крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!